Привет, друзья! Сегодня у меня на распаковке 6 посылок с AliExpress. Заказывал их в разное время. Пришли, можно сказать, вот эти 5 посылочек в один день, чему я был удивлен. И буквально доставочка вот этих вот посылок составила 2 недели. Довольно-таки быстрые продавцы, за что им большой плюс. Вот такой жирный палец. И эту посылочку ждал около 2 месяцев. Здесь в этой посылочке примерно, я предполагаю, находится мягкая игрушка. Эту посылочку мы оставим на распаковочку потом. Сейчас давайте начнем вот с этих посылок. Начнем с самой маленькой. Это мы отодвигаем в сторону. И давайте распакуем первую нашу посылочку. Сегодня я распаковываю вот такими ножничками. Где-то потерялся мой нож. Не могу найти. И что у нас в этой посылочке? А в этой посылке у нас вот такие вот марки. У продавца есть всякого образца марочки. Дочка выбрала кофейную тему. Заявляется, что эти марки бумажные, с клеевой основой. Давайте это мы проверим. Так вот тут красиво все упаковано. За что плюс продавцу и производителю данных марок. Вот аккуратненько скрываем. Там получается, если будете смотреть у продавца, разная тематика этих марок. То есть выбрать можете для своего ребенка по вкусу, то, что ребенок захочет, для того, чтобы что-то украсить. Как моя вот дочка любит писать поздравительные конвертики делать, соответственно, это ей будет плюс. Так, начало не могу найти. Проблема, как всегда, у меня в скотчах. Все-таки, я так предполагаю, это, наверное, все-таки скотч, а не клеевая основа. Да, это получается марочка идет как скотч. Я думал, что клеевая, даже приготовил тут водичку, вот, думал, смачивать придется. Все-таки китайцы вот, заявляют, одно пишут, но, как мы видим, они сделали в формате скотча. Может и плюс ребенку легче будет приклеивать. Даже отрываться они могут. Смотрите, я ножницами резал. Раз, оторвали, красивенько. Обрыв такой красивый получился. Но я говорю, единственное, что они на ощупь как бумажные, но нету того эффекта, что вам надо смочить и приклеить. Давайте возьмем бумагу формата А4, и будем пытаться так украшивать, допустим. Сделал ваш ребенок конвертик, приклеил на угол, получается вот такая интересная марочка. На данной марке, как я понимаю, даже постарался производитель указать цены. Штампики постарался указать, вот если вы видите, есть на одной марке штампик, на другой. То есть, вот такой вот, можно сказать, можно сделать красивый конверт, наклеить, поздравить вашему ребенку, вам сделать приятно. Вы сделаете ребенку приятно, а ребенок сделает приятно вашей бабушке, дедушке или вам, сделавший такой конвертик. Скотч, рекомендую. Смотрите, ссылочка будет в описании на него, и, соответственно, вы посмотрите, что есть у продавца, выберите вместе с вашим ребенком, что захочет он, и выберите вы. А сейчас приступаем ко второй посылочке. В этой посылочке, я так понимаю, тоже находится скотч, потому что посылочка имеет такую круглую форму. Да, здесь находится цветной скотч. В количестве, 2, 4, 6, 8, в количестве 12 штук. Запечатана, кстати, упаковка просто была целлофан, не было. В первой были эти вот пупырышки, а здесь продавец просто запаковал. Давайте достанем один, посмотрим, что из себя представляет. Все 12 я доставать не буду. Идет вот такой вот скотч. Намотки, кстати, немного. Не знаю, сколько метраж.
А продавец, если не ошибаюсь, метраж данного скотча не указывал. Кстати, очень тоненький. Видите, как он блестит? Он, получается, переливается не с блесками, а вот как многие такие новогодние гирлянды делали раньше. Получается, он вот такого отлива. Соответственно, ну, я вам сейчас не буду тут творчеством заниматься, но как бы тоже вот приклеиваете. Все идеальненько. На отрыв оторвать довольно-таки тяжеловато. То есть также ваш ребенок что-то сможет украсить, сделать красивое для своего творчества. В упаковочке 12 штук, также разных цветов. Переходите по ссылочке, смотрите у продавца. А мы начинаем открывать третью нашу посылочку. Здесь у нас какая-то такая коробочка находится. Сейчас мы откроем, посмотрим, что у нас находится внутри. Внутри также была пузырчатая, хорошая упаковка. Внутри у нас также находится скотч. Не знаю, вам хорошо или нехорошо, сейчас я его распакую. Вот так вот коробочка открывается. И получается такие ленты, вот именно вот эта именно дочка заказала для рефератов. Она говорит: пап, закажи мне, чтобы красиво сделать края рефератов. Давайте вот эту цветную оторвем отсюда, чтобы не мешало. Представим, что это наш все-таки конверт, и мы дальше его украшаем. И вот получается вот такой узор. Их здесь 2, 4, 6, 8, 10 штук. И у каждой получается разный узор. И допустим, ваш ребенок захотел сделать очень-очень красивый конверт. Или как дочка заказала рефер для рефератов. Сделается такой вот краешек красивый. Вот мы приклеиваем. Сделали, допустим, один край конверта. Он у нас такой красивенький получился. И, допустим, решили продолжить другой край конверта. Вот сейчас вот достану другой скотч. И другой край конверта, допустим, решили мы продолжить вот этим скотчем. Да, конечно, с меня творчество никакое, особенно во время съемки. Но пытаюсь вам вот показать. Извиняюсь, там, если в края где-то позахожу. Ну, вот такой у нас получается красивенький, как бы, край конверта. Ну что, о данном скотче я могу рассказать еще. Да, в принципе, ничего. Клеится на отрыв. Тоже хорошо держит. Давайте приступим к распаковке следующей посылки. Наверное, распакуем мы вот эту. Как я понимаю, здесь также находится скотч. Посылка без защитной пленки. Как видите, не помята. Этот скотч довольно-таки лучшего качества. Сами видите, он шире. Всякие разные узоры. Также у продавца вы можете выбрать те узоры, которые понравятся вам, вашему ребенку, для вашего творчества. Намотка, как мы видим, уже побольше. В упаковке находится 2, 4, 6, 8, 10 штук. На ощупь скотч такой, как бумажный идет. Если этот взять, он действительно на ощупь как скотч, пленка. А этот идет тоже как вот этот, с такой бумажной основой. Также для украшения каких-то творческих целей ребенка
Посмотрю, что там моя дочка думает с ним делать. Ну, по крайней мере, она заказала для себя. Ну вот, допустим, продолжение нашего там, я не знаю, конвертика. Нижнюю часть, допустим, решил украсить вот так вот, с продолжением. Вот так вот оно смотрится. Тоже рекомендую продавца. Цену вы увидите сами на сайте, перейдя по ссылочке. Выбор довольно-таки большой у продавца данного скотча. Смотрите, покупайте и занимайтесь творчеством. Ну давайте все-таки распакую вот эту сейчас большую посылочку с AliExpress. В самом большом нашем пакете на сегодня. И посмотрим, какую заказал я игрушечку для своего ребенка. Как она на эти игрушки выражается глазастиком, дочка. Черепашка пришла, это я заказывал 22 сантиметра. Она просто обожает этих глазастиков. По ссылочке перейдете, посмотрите. У продавца вот такая вот красивая черепашка с такими вот круглыми большими глазками. Прошито качественно. Кстати, вот присосочка есть, то есть можно приклеить куда-то. Прошито хорошо, выглядит симпатично. Рекомендую вам также к покупке. У продавца разные размеры данных игрушек, как от полуметра, если не ошибаюсь, так и по уменьшению идут размеры 40-60 сантиметров, 80 метр и 1,20 м, если я не ошибаюсь. Переходите по ссылочке, смотрите. Если ваш ребенок обожает такие игрушки. Ткань очень приятная на ощупь. Рекомендую данную игрушку покупки. Размер, соответственно, вы выберете сами для вашего ребенка. Вот такая вот приятная черепашка. Ну что, давайте вскроем последнюю нашу посылочку на сегодня. Здесь, я как понимаю, будут ручки. Заказал 4 ручки. У продавца в продаже идут ручки по 2 штуки. Соответственно, цветовую вы можете выбрать сами. Там еще, получается, было просто серебряного цвета, без золотистой такой каемочки. Ручка металлическая, тоненькая, удобная, то есть в руке лежит. Писать, я думаю, будет ей удобно. Я, соответственно, выбрал черную, серебристую с золотистым, как вы видите. И для того, чтобы не искать стержня, соответственно, на эти ручки, я купил у продавца также дополнительно стержня. Стержня в количестве 20 штук. Насколько я помню, продавец заявлял. Давайте откроем, посчитаем, сколько у нас тут штук. Стержни довольно-таки такие специфические. Навряд ли даже выйдет найти во многих магазинах констоваров. Потому что я такие стержни еще не видел. Вот 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Да, 20 стержней на данной ручке. Почему я говорю, стержни довольно-таки специфические? Потому что, во-первых, он идет металлический, как вы видите, тонкий. И вот на этой пластиковой основе есть такая резьба. Как я понимаю, скорее всего, ручка каким-то образом разбирается. Давайте посмотрим, во-первых, как она. Ручка получается с прокруткой. Да, прокрутил. Давайте посмотрим, как она пишет. Что написать? Ну, давайте напишем словом «мама». Довольно-таки пишет, можно сказать, не жирно. Ну и тонким тоже не назовешь. Цвет, как вы видите, темно-синий.
что в одном и в другом стержне. Соответственно, как я понимаю, эти стержни также будут. Давайте попробуем разобрать. Если она поворотная, если я не ошибаюсь, поворотные ручки разбираются вот таким образом. Вы тянете аккуратно. Потом, так как тут резьба, я понимаю, она выкручивается. Вот, допустим, закончился стержень. Вы его выкрутили. Взяли второй стержень. Закрутили. И смотрите, здесь как бы такие прорези направляющие. Я не знаю, для чего это сделано, но, наверное, сделано, чтобы более плотно сидело, как бы выпуклости. И вот закрутили ваш стержень, назад одели. Да, они, получается, не направляющие, а просто как сделанные держат верхнюю часть. И вот давайте проверим. Напишем слово «сестра». Как видите, стержни пишут. Ручки выглядят симпатично, классно. Рекомендую также к покупкам. Переходите по ссылочке в описании и смотрите цены на интересующие вас из показанных мною сегодня товары. Приятных вам покупок. Покупайте на AliExpress. Не бойтесь, посылочки приходят исправно. Особенно вот эти вот 5 посылок, которые я открыл, концтовары, как правильно я понимаю их назвать, пришли буквально за 2 недели. Еще быстрее не было доставки. Это, конечно, шло долго, подождал, ну, дошла игрушка. Все, всем пока. Заходите на мой канал еще, будет распаковки в ближайшее время. Так как на почте уже пришли некоторые товары, сниму, расскажу вам. Все, всем пока.